Одно из самых серьезных возражений, с которыми я сталкиваюсь, когда беседую с людьми против существования Бога, это эволюция. Они слышали лозунги вроде «Ну, эволюция опровергла христианство». Мы продолжим и покажем фрагмент фильма, в котором рассказывается об этой конкретной теме. Но в фильме также будет много разных тем для освещения. Потрясающе, давайте посмотрим. В своей книге «Сомнения Дарвина» я обсуждаю проблему, которую Дарвин поднимал в своей собственной теории еще в 1859 году, когда опубликовал «Происхождение видов». И это связано с тем, что схема появления новых форм жизни в летописи окаменелостей не соответствует схеме ветвящегося дерева, которую он представил в «Происхождении видов». Но вместо этого в летописи окаменелостей новые формы жизни возникают очень внезапно. И в истории жизни есть одно особенно драматичное событие такого рода. Оно известно как Кембрийский взрыв. Большинство первых животных появились в Кембрийский период, и эти первые животные являются примером совершенно новых способов расположения частей тела и тканей, называемых растениями для тела. У меня на полке есть ископаемый трилобит. И именно у этого очень хорошо сохранились глаза трилобита. Трилобиты — одни из самых ранних животных Кембрия. Появились на свет уже со сложными фасеточными глазами. Вы можете видеть, что фасеточные глаза похожи на глаза современных насекомых. Мы знаем, что это очень сложные устройства. Они существовали с самого начала Кембрийского взрыва. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с инновациями, это происходит стремительно. Они называются радиационными событиями. Итак, есть радиационные события для рыб, амфибий и рептилий. Есть 3 радиационных события для птиц. Одно радиационное событие для млекопитающих. И также, когда на сцене появляются люди, происходит нечто, называемое социокультурным большим взрывом, когда из ниоткуда возникает это невероятно сложное поведение. Это полностью противоречит тому, что можно было бы ожидать от эволюционной теории. Можно было бы ожидать, что произойдет размножение видов, которое в конечном итоге приведет к появлению новых родов, что в конечном итоге приведет к появлению новых семейств, новых отрядов, новых классов и, наконец, новых типов. Но в летописи окаменелости мы видим обратное. Сначала появляются типы, и они появляются одновременно и внезапно. Итак, когда мы видим эти большие всплески новых биологических форм, мы знаем, что мы также видим свидетельство о больших всплесках биологической информации. Чтобы создать эту форму, вам нужна информация. Это как в компьютерном мире, где если вы хотите наделить свой компьютер новой функцией, вы должны ввести в него новый код. Откуда берется информация? Информация всегда исходит из разума. Другими словами, в нашем единообразном и повторяющемся опыте мы всегда рассматриваем сознательный разум как источник информации. Если мы видим иероглифическую надпись, абзац в книге, информацию, вложенную в радиосигнал, программное обеспечение, любое место, где у нас есть информация, особенно в цифровой буквенной форме, это всегда является результатом сознательной деятельности, порождением разума, а не неуправляемого материального процесса. Таким образом, обнаружение информации, лежащей в основе жизни даже в простейших живых клетках, является убедительным доказательством наличия созидательного разума. И что интересно, я привожу этот довод, используя собственный метод научных рассуждений Дарвина, согласно которому мы должны искать причины, действующие в настоящее время, чтобы найти наилучшее объяснение интересующему нас явлению. Интересующий нас феномен — это информация, содержащаяся в ДНК. Какая причина, действующая в настоящее время, производит цифровую информацию? Что ж, есть только одна, и это разум. Сегодня есть ряд биологов, которые призывают к тому, что они называют расширенным эволюционным синтезом, что означает, что эволюционная теория неполна, она неадекватна. В ноябре 2016 года они созвали совещание, чтобы выдвинуть новую теорию макроэволюции, потому что текущая теория, которая у них есть, это неодарвинистская теория, согласно которой мутируется ДНК и получается новый организм, который, как они признавали, не работает. Поэтому они пригласили всех этих людей в Великобританию в ноябре 2016 года на эту встречу. И они услышали, как многие люди жаловались на существующую теорию макроэволюции, но они не смогли предложить другую натуралистическую теорию о том, как могли эволюционировать эти последующие формы жизни. Дарвинизм, неодарвинизм умирает. Механизм естественного отбора мутаций, который был основным объяснением происхождения биологических форм в эволюционной биологии,
недостаточен для получения информации, необходимой для создания принципиально новой формы в истории жизни. Это дает хорошее объяснение мелкомасштабным вариациям, но если вы хотите внести серьезные изменения, вы не добьетесь их с помощью мутаций и отбора. Даже если бы эволюция была правдой, все, что она могла бы объяснить, это то, как один вид превратился в другой. И тогда, со временем, мы начинаем осознавать сложность и разнообразие жизни. Эволюция не объясняет, почему существует нечто, а не ничто. Эволюция не объясняет, почему Вселенная идеально приспособлена для жизни. Эволюция не может объяснить происхождение жизни. Недавний опрос Института Гэллопа показал, что вера в Бога в Соединенных Штатах упала до рекордно низкого уровня. Молодежь, особенно в возрастной группе от 18 до 31 года, развивает тенденцию отхода от религиозных убеждений. Одним из наиболее часто упоминаемых факторов является наука. Атеисты и агностики чаще всего ссылаются на научные открытия, касающиеся непрямых эволюционных изменений, согласно которым жизнь возникла в результате ненаправленного эволюционного процесса. На это ссылаются чаще, чем на опасения по поводу смерти, болезней или страданий. Таким образом, эволюционные идеи о происхождении сыграли огромную роль в убеждении людей в том, что Бога не существует. Что Бог — это, как выразился Ричард Докинс, иллюзия. И все же мы живем в такое время, когда такое неверие не только не является необходимым результатом науки, но и фактически противоречит тому, что наука открыла за последние 100 лет. Идея о том, что у Вселенной есть начало, что она с самого начала была тонко настроена вопреки всему и без какой-либо физической причины, и что живая клетка битком набита миниатюрными механизмами, которые не просто конкурируют, но и значительно превосходят наши собственные высокотехнологичные цифровые технологии. Эти открытия, которые, как я утверждаю, указывают на создание разумом, и на самом деле на создание разумом с атрибутами, которые традиционные теисты, евреи и христиане, например, уже давно приписывают Богу. Трансцендентность, разум, великая сила и готовность участвовать в творении. Сейчас не время отказываться от религиозных убеждений. Напротив, я думаю, что наука сейчас возвращает нас к Богу и помогает нам заново открыть то, что я называю гипотезой Бога. Идеи, которые вы выдвигаете в этом документальном фильме, насколько я понимаю, в какой-то степени отражают ваш путь от атеизма к христианству. Это справедливая оценка, или как бы вы это сформулировали? Это безусловно так. Я был атеистом большую часть своей жизни, пока рос. И однажды я понял, что существуют реальные доказательства. И я действительно по-новому взглянул на христианство и копнул немного глубже, чем просто лозунги, которые я слышал. Именно тогда я начал по-настоящему переосмысливать факты и погружаться в них глубже. И именно по этой причине я снял этот документальный фильм. До этого я снимал фильмы, но большинство из них были фильмами ужасов. Но когда я посвятил свою жизнь Иисусу, я поговорил со своей женой и решил, что мне нужно сделать что-то, чтобы показать людям правду. Потому что одна из вещей, которую я осознал, когда отдал свою жизнь Христу, заключалась в том, что я просто предполагал, что это было своего рода путешествие, которое совершали все остальные. Я предположил, что люди изучали доказательства, приходили к выводу, что Бог существует, отдавали свою жизнь Иисусу, а затем выходили и начинали проповедовать Евангелие и рассказывать людям об этих доказательствах. Но посвятив свою жизнь Христу, я понял, что около 90% людей, с которыми я общался, понятия не имеют даже о том, что такое апологетика. Они понятия не имели, что существуют веские аргументы в пользу существования Бога. И из-за этого они не делились своей верой. Они не говорили об Иисусе, потому что боялись, что их ударят вопросами, на которые они не смогут ответить, потому что они не подготовлены к ответам. И во многом это происходит потому, что их воспитывали и говорили, что вот это правда, но не объясняли, почему это так. И поэтому я хотел помочь людям осознать, что есть веские аргументы, есть хорошие ресурсы. И вся идея создания этого фильма заключалась в том, чтобы показать людям доказательства, которые убедят их в том, что это правда. И мне нравится, что вы сказали ранее о христианской пропаганде.
Одна из вещей, в которой я был непреклонен, когда снимал этот фильм, это то, что я не хотел, чтобы он был чрезмерно навязчивым, понимаете? Потому что я посмотрел несколько христианских документальных фильмов, и мне кажется, что в них на людей просто кричат. И поэтому я хотел просто сказать, вот доказательства, принимайте их или нет. И это очень убедительные доказательства. И в конце фильма я подчеркиваю, что доказательства налицо. Я призываю вас взглянуть на них еще раз, но я не буду... И я просто чувствовал, что хотел бы, чтобы это был более мягкий подход. И просто предоставить доказательства и позволить людям самим сделать выводы по этому поводу. Я думаю, что сейчас в западной культуре самое подходящее время для такого рода документального кино. Потому что, честно говоря, я считаю, что жесткий материализм терпит неудачу и в значительной степени уже потерпел неудачу. Когда вы смотрите на количество людей, которые сейчас открыты для какой-либо духовной сферы или исследуют такие идеи, как панпсихизм, панэнтеизм или даже идеализм, мне кажется, что материализм просто недостаточен с точки зрения объяснения, а также с точки зрения философии, согласно которой вы действительно можете прожить свою жизнь. Этого недостаточно. Это совершенно скучно. Это абсолютно бессмысленно. И он просто проваливается на всех уровнях. И я знаю, что в вашем документальном фильме рассказывается о том, почему это так. Но поскольку это правда, то прямо сейчас для людей действительно открыта дверь, чтобы, как вы сказали, пересмотреть всю эту христианскую концепцию. Всю эту концепцию о том, что есть Творец создания, личность, ответственная за всю остальную реальность. И это идея, о которой я думаю. Я думаю о том, что, говоря об ископаемой летописи, я почти представляю ее так, как будто все началось с нее. И поэтому мне кажется, что это самая поверхностная концепция. Да, хорошо. Вначале Бог сотворил небо и землю. Хорошо. Как вы сказали, мне говорили, что это правда. В старших классах или в младших классах, или у Майка Аваны, или у моих родителей христиан, или где бы то ни было еще. Но мне не сказали, почему это правда. А потом я углубился в изучение теории эволюции, и мне преподавали ее в старших классах школы и в колледже. Я учился во Флоридском университете, изучал биологию. И мой профессор биологии говорил мне, что эволюция показывает, что Бога не существует. И теперь я нахожусь на более глубоком уровне изучения окаменелостей. Верно. Я углубился и оставил все эти поверхностные открытия позади. Ваш документальный фильм говорит о том, что существует несколько серьезных проблем. И более глубже, чем просто материалистическое объяснение, на самом деле находится Бог. И то, что, как вам казалось, лежит на поверхности, на самом деле лежит в основе всего. И все эти другие удивительные и глубокие вещи, о которых мы должны говорить, которыми мы должны восхищаться, на самом деле являются производными от Бога, которые являются, не знаю, можно ли так выразиться, удивительными инженерными разработками, которые существуют повсюду во Вселенной. Удивительные механизмы, аппараты и дизайн. Все эти вещи удивительны. Мы должны изучить их. Мы не должны просто говорить, что вначале Бог сотворил небо и землю и точка. Мы должны сделать все возможное, чтобы понять, почему мир таков, каков он есть, как он устроен, как он функционирует. Но наши глубокие знания о механизме вещей не заменяют саму основу реальности. По крайней мере, я бы так выразился. Мне кажется, что ваш документальный фильм отражает то любопытство, которое сейчас вызывает культура. Да, вы правы. Нет смысла говорить только о механизме и не говорить об агенте. Не имеет смысла говорить только о том, как обстоят дела, но не говорить о том, почему так происходит в первую очередь. Верно, верно. И, похоже, время для этого действительно выбрано подходящее. Это так. Итак, я изначально собирался... Потому что я уже 3 года работаю над фильмом. Я имею в виду, что это заняло много времени. На самом деле, я думаю, что прошло уже 4 года, когда я вспоминаю об этом. Так что на его создание ушло очень много времени. И изначально я пытался собрать деньги, чтобы показать его в кинотеатрах. Я думал, что это моя миссия, что именно там я добьюсь цели. Но потом многое изменилось в культуре и в мире в целом. И я даже заметил в разговорах, которые я вел с людьми, что действительно ситуация меняется. И я думаю, что сейчас самое подходящее время для людей, потому что они задаются вопросом. Они подвергают сомнению все это материалистическое мышление и понимают, что этого недостаточно. Это не объясняет того, что мы видим. И это на самом деле одна из вещей, которые мне нравятся в христианстве.
потому что это действительно лучшее объяснение. Когда вы смотрите на всю реальность и все свидетельства, которые мы видим в природе, даже через призму идей, через призму философии, это действительно лучшее объяснение того, почему и в какой реальности мы находимся. Думаю, в заключение я должен сказать, что если кто-то заинтересован, хочет посмотреть фильм, хочет узнать о вас больше или связаться с вами, что им делать? Фильм находится в доступе. Он доступен на всех основных потоковых платформах. Amazon, Apple TV, Google, Fandango. Так что вы можете взять его на прокат на всех основных платформах. И еще у меня есть свой веб-сайт, на котором будут дополнительные ресурсы, чтобы после просмотра фильма вы могли немного углубиться в эти темы. Потому что, опять же, я не могу построить целое расследование на основе фильма в 1 час и 25 минут. Но что я могу сделать, так это подогреть ваше любопытство, а затем надеяться, что вы продолжите исследование. Итак, на моем веб-сайте будет вкладка под названием «Ресурсы». Под этой вкладкой есть все служения всех ученых, которые фигурируют в фильме. Поэтому я бы посоветовал вам копнуть немного глубже и еще раз взглянуть на все это.